Талоны на бензин не сработали. Крым превращается в Кубу. Дальше на своих двоих. Европейская страна, которой угрожал Кремль, может исчезнуть. Власти готовы к такому сценарию. О чем речь, расскажем. Страна НАТО в состоянии повышенной готовности. 130 объектов заминированы. Московский десант стал реальностью. Организатор покушения на премьера раскрыт. Ошибка Зеленского: над важным городом больше не развивается украинский флаг. Парламент требует срочной отставки президента. Премьер обратился к депутатам. Будет ли изменение Конституции? Об этих и других событиях к утру вторника, 2 июня. Утро вторника. Пока вы просыпаетесь, мир уже давно не стоит на месте. Сейчас обо всем расскажем. Это «Нехта». Я Олесь Корниенко. Топливный кризис в аннексированном Крыму породил черный рынок бензина. После введения ограничений на продажу топлива на популярных площадках начали появляться объявления с ценами в несколько раз выше обычных. Как сообщает Верстка, на Авито предлагали бензин АИ-95 по цене от 200 до 350 рублей за литр. Некоторые продавцы выставляли на продажу не только топливо, но и талоны на заправку. Но дело в том, что еще ранее появилась информация, что по талонам бензин тоже заправляют не везде. Сегодня стою уже 3 часа, не знаю, хватит или нет. Дефицит возник после того, как подконтрольные Москве власти полуострова ограничили продажу топлива. С воскресенья АИ-95 отпускают только по талонам, а АИ-92 продают не более 20 литров на один автомобиль. Заправка канистр при этом запрещена. Проблему пришлось признать даже Дмитрию Пескову. С каменным лицом он намекнул, что даже Путин в курсе. Текущие проблемы, они подлежат решению. Это вопросы, которые стоят на повестке дня, высоко на повестке дня. Все уровни властей работают над решением проблем. Проблема уже начала бить по туристическому сезону. По данным Российского союза туриндустрии, россияне начали отказываться от поездок в Крым на личном транспорте из-за опасений остаться без топлива. А все это результат операции «Топливный локдаун», которую запустили украинские защитники. ВСУ поражают бензовозы и фуры не только дронами, но уже и с помощью дистанционного минирования. Оккупанты в попытке обмануть искусственный интеллект украинских БПЛА стали массово использовать камуфляж под зебру. Но пока создается впечатление, что у захватчиков сейчас только черная полоса. Личность организатора покушения на премьер-министра установлена. В Армении до выборов осталось меньше недели, а страсти накаляются. В Следственном комитете страны утверждают, что знают, кто стоял за подготовкой убийства Никола Пашиняна. Имя фигуранта не раскрывается. В материалах дела он обозначен инициалами ММ. По версии следствия, подозреваемый, который с 2024 года проживает за границей, входил в группу как минимум из 4 человек. Следователи утверждают, что участники группы собирали данные о местонахождении Пашиняна, изучали маршруты его передвижения во время предвыборной кампании, а также записали видеообращение с угрозами в адрес главы правительства. Кроме того, как заявляют ВСК, 16 мая злоумышленники получили несанкционированный доступ к закрытой системе видеотрансляции и распространили свое обращение через интернет. Мне почему-то кажется, что инициалы настоящего заказчика не ММ. А вам, как там говорил Якубович? Назовите ваши буквы в комментарии. Пока по российским телеканалам рассказывают очередные истории про распятых мальчиков, российская армия продолжает бесчеловечные удары по самым беззащитным. Сегодня утром враг нанес очередной циничный удар по гражданской инфраструктуре Юго-Одесской области. В результате атаки повреждены родильное отделение и административные здания больницы. В медучреждении повреждены фасад, двери и более 30 окон. В отделении находились 6 рожениц с младенцами, 1 женщина при родах. Ранее оккупанты ударили по самой Одессе, разнеся несколько этажей многоквартирного дома. Когда-то кремлевские пропагандисты любили рассуждать о русском городе, но, похоже, теперь им спустили новую методичку. Зачем Одесса должна возвращаться? Потому что это русский город. Какая Одесса? Город Потому русский? что город русской А славы. русские в нем остались? Остались. Серьезно? Где вы их там Остались. нашли?
Литва опять на ушах после недавней тревоги из-за дрона со стороны Беларуси, когда на пару часов членов парламента, правительства и президента прятали в укрытие, в стране новая напасть. В первый день основной экзаменационной сессии произошла массовая рассылка сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в школах. По данным полиции, учебные заведения и правоохранительные органы получили около 130 электронных писем с угрозами. Несмотря на это, экзамены отменять не стали. Национальное агентство образования заявило, что угрозы не подтверждены, а учащиеся продолжили сдавать государственный экзамен по литовскому языку и литературе в штатном режиме. Полиция рекомендовала руководству школ провести осмотр территорий и немедленно сообщать о любых подозрительных предметах, однако призвала не прерывать образовательный процесс без реальных оснований. В польском Люблине разгорелся спор вокруг украинского флага, который более 3 лет висел на здании городской ратуши в знак поддержки соседей. Власти города решили снять его после резонансного указа президента Владимира Зеленского о присвоении подразделению сил специальных операций «Пивнич» почетного наименования имени героев УПА. Следуя примеру других польских городов, мы приняли решение снять украинский флаг со здания Люблинской ратуши. Мы разделяем критическую позицию Министерства иностранных дел Польши и посольства Польши в Киеве относительно решения президента Владимира Зеленского. Польша очень болезненно относится к прославлению бойцов УПА, так как ее формирование имели отношение к массовым убийствам поляков на Волыни во время Второй мировой. Хотя хватает и тех, кто считает, что такая реакция сейчас на руку Москве. Власти Люблина заверили, что продолжат помогать соседям в противостоянии российской агрессии. Мы не видим противоречия между защитой исторической правды и солидарностью с народом, который стал жертвой неоправданной агрессии. Решение Зеленского вызвало резкую реакцию в Польше. Действующий президент Кароль Навроцкий заговорил о том, чтобы забрать у украинского лидера орден Белого Орла, врученный ему 3 года назад. В Киеве подчеркивают, что для современной Украины УПА является символом борьбы против советской власти и российской имперской политики. Венгрия готовится к новому политическому противостоянию, на этот раз между новым правительством и президентом страны. Премьер-министр Петър Мадияр заявил о намерении изменить конституцию, чтобы добиться отставки президента Тамаша Шуйока, которого считает человеком команды Виктора Орбана. Я сказал президенту, что если он сохранит свою позицию и не уйдет в отставку, то сегодня я сообщу депутатам Тисы о наших законодательных предложениях, и мы немедленно начнем необходимые процедуры. Хотя должность президента Венгрии в основном носит церемониальный характер, глава государства обладает правом подписывать законы и направлять их на рассмотрение Конституционного суда. В правительстве опасаются, что Шуйок может использовать эти полномочия для блокирования реформ новой власти. Мадияр неоднократно называл президента марионеткой Орбана и обвинял его в политической предвзятости. Евросоюз обсуждает серьезные изменения в программе временной защиты для украинцев, которая действует с начала полномасштабной войны и охватывает более 4 миллионов человек. Одним из вариантов может стать исключение из программы мужчин призывного возраста. Как сообщает Юрактив, который получил доступ ко внутреннему документу Совета ЕС, такая мера рассматривается в рамках обсуждения будущего директивы о временной защите. Также среди возможных изменений упоминается отказ в предоставлении статуса лицам, которые покинули Украину с нарушением украинского законодательства. При этом речь идет о потенциальных ограничениях для новых заявителей. Те украинцы, которые уже получили статус временной защиты в странах ЕС, согласно обсуждаемым предложениям, под действие новых правил не попадут. Программа временной защиты сейчас продлена до марта 2027 года. В Армении разгорается новый скандал вокруг предстоящих парламентских выборов. Связанные с Кремлем организации начали реализовывать сценарий, о котором недавно появились утечки в западной прессе. Пророссийские силы уже помогают организовывать массовый приезд армян из России для участия в голосовании 7 июня. Как утверждает активист Аршак Макичан, в распоряжении которого оказались соответствующие скриншоты, пророссийский деятель Мика Бадалян предлагал оформить бесплатные авиабилеты из Москвы
Москвы в Ереван на 4 июня. По его словам, речь идет о проекте, связанном с фондом «Евразия», который ранее неоднократно обвиняли в продвижении российских интересов в регионе. Ранее Reuters со ссылкой на источники в 5 западных разведках написал о существовании в Кремле плана по переброске в страну десанта до 100 тысяч армянских избирателей, которые должны добавить голосов промосковским кандидатам. Одна страна в Европе может исчезнуть, причем та, которой периодически угрожает Москва. Но в данном случае речь идет о положительном сценарии, а именно о возможном объединении Молдовы и Румынии. Эта тема больше не должна быть табу. Такое заявление сделал министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой. По словам главы молдавской дипломатии, вопрос слияния регулярно поднимается во время его встреч с гражданами, поэтому общество должно иметь возможность открыто обсуждать эту тему без политических ограничений. Министр также напомнил, что имеет румынское гражданство и поэтому, по его словам, не смог бы голосовать против объединения двух государств. Ранее о своем положительном отношении к перспективе объединения двух родственных стран заявляла президент Молдовы Майя Санду. Известного диктатора предложили больше не считать диктатором. Сделал это другой известный диктатор. Похоже, на Александра Лукашенко произвел неизгладимое впечатление прием, который ему недавно оказали в Северной Корее. Он дал потомственному коммунистическому вождю самую лестную характеристику. Знаете, на меня руководитель КНДР произвел очень серьезное впечатление. Умница, молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество. Никакой он там не диктатор, он не может быть диктатор по существу диктатором. Кажется, теперь мы знаем, куда собирается драпать крепкий хозяйственник от дронов Мадьяра. Спасибо, что досмотрели до конца. Приглашаю на вечерний выпуск.